День добрый, уважаемые коллеги, уважаемые друзья. Как всегда, воскресенье, как всегда, проект Forex Times. Я Дэн Стрелков и уже традиционно приглашаю вас присоединиться к комьюнити Forex Times, в котором вы найдете прогнозы по комплексному анализу, который включает в себя данные фьючерсного и опционного рынка Чикагской товарной биржи, а это непосредственно ожидания профессиональных участников рынка, плюс их непосредственное действие. Далее волновая теория Эллиота, далее данные по действиям толпы американского брокера Оанда и, конечно же, технические уровни поддержки сопротивления и паттерны на входе в рынок. Но паттерны уже относятся к торговым сигналам, которые вы также найдете в комьюнити Forex Times, а также обучение и чат. А в чате мы с вами можем общаться на любую тему, которая касается трейдинга или финансовых рынков, хоть с утра до вечера. Поэтому присоединяйтесь к комьюнити Forex Times, вы никогда об этом не пожалеете. А сегодня, как всегда, вероятное движение торговых инструментов на предстоящую торговую неделю, и их будет, как всегда, три. Будет евро, золото и франк мы сегодня брать не будем как подтверждающий торговый инструмент по той простой причине, как в прошлый раз я намекал на то, что при росте торгового инструмента у нас по данным Чикагской товарной биржи, а именно комиссии по торговле товарными фьючерсами, было уменьшение покупателей, а это была дивергенция. Дивергенция себя отработала. Потому что я вам всегда говорю, что если рынок растет, а данные Чикаго показывают на рост, например, на увеличение продавцов или уменьшение покупателей, то нужно верить именно профессионалам Чикаго, так как с вероятностью 80 и более процентов, ну, около 80, они оказываются правы. По крайней мере, по австралийскому доллару в прошлом году мы дважды такое видели. По канадскому доллару уже в этом году тоже один или два раза видели. По каждому торговому инструменту такое бывает один или два раза в год. А у нас с вами их около 10. А следовательно, от 10 до 20 сделок в год мы делаем только на том, что смотрим дивергенцию между показаниями комиссии по торговле товарными фьючерсами и самого рынка. Ну да ладно, это все я вам расскажу в комьюнити, коли вы присоединитесь. Буду очень рад вас видеть. И, как всегда, начинаем с евро. И опять же, друзья, основной сценарий – это образование диагонального треугольника. Я думаю, про этот диагональный треугольник вы уже слышали абсолютно ото всех аналитиков и людей, которые пишут прогнозы. Однако есть только один вопрос, а это у нас все-таки начальный диагональный треугольник или конечный. И пару месяцев назад я вам постоянно говорил про эту версию диагональный, конечный. Просто устал в последнее время говорить эти две версии, пока он не образуется. Вот когда он образуется и у нас начнется коррекция, вот об этом я уже тогда вновь начну говорить. По той простой причине, что если у нас начальный диагональный треугольник после образования пятой волны, уходим на коррекцию и видим большое падение. А если это конечный диагональный треугольник, смотрите внимательно, зигзаг, зигзаг и импульс, то есть входящий в плоскость, а плоскость это коррекционная формация, а тренд у нас восходящий, следовательно, после образования пятой волны мы уходим на очень большой рост. Сейчас говорить о первом или втором варианте рановато, поэтому давайте как минимум подумаем, что нам делать на ближайшую торговую неделю. И сразу скажу о том, что очень обидно, что евро улетело вверх без обновления минимума. У нас с вами, вы прекрасно помните, у нас с вами по евро, как и, кстати, по австралийскому доллару, скопление ликвидности было вверху, а внизу и вверху, собственно. Вот евро решил сначала скопление ликвидности скушать вверху, а внизу, как вы видите, скопление ликвидности осталось. Более того, коллеги, обратите внимание,
Это отложенные ордера buy limit и очень-очень большое скопление. Поэтому в данный момент, если евро пойдет отрабатывать ликвидность, а ликвидность вы прекрасно помните, это стоп-лосс ордера покупателей и sell-стоп ордера продавцов. То есть это ордера на продажу, достаточно в крупном количестве. А вы знаете, что если у вас есть достаточно много денег и вы хотите войти в рынок, то именно вот такие скопления ликвидности на продажу прекрасный вариант для того, чтобы войти в рынок на покупку. Именно крупными деньгами развернуть рынок на покупку. Поэтому помним с вами, что ликвидность у нас основная находится внизу. Следовательно, мы предполагаем, что в данный... прошу прощения. Мы предполагаем, что в данный момент развивается волна номер 3. Раз, два... Прошу прощения, волна номер 4, конечно. Раз, два, три, четыре начального либо конечного диагонального треугольника с, собственно, последующим либо коррекционным, либо импульсным ростом. И вот тут у нас возникает один вопрос. Вы прекрасно видите скопление опционных контрактов Call 9 тысяч контрактов и 20 тысяч контрактов. 20 тысяч контрактов – это, конечно, серьезно и, конечно, много. И остается вопрос, от какого уровня 1.1580 или 1.1780 мы увидим снижение данного торгового инструмента. Кстати говоря, некоторые из вас могут предположить, погоди, Дэн, а почему мы предполагаем снижение, а не рост уже с текущих? Дело в том, коллеги, что когда мы подразумеваем рост, я всегда говорю о том, что рост очень-очень желательно для нас должен начинаться с импульсного движения. Поэтому, кто найдет мне здесь чистый импульс, тому пирожок с капустой. Что-то там у меня не получается. У меня получается найти здесь зигзаг, и здесь даже зигзаг найти. Ну да, вот здесь, конечно, что-то похожее на импульс. Но этот импульс к чему относится? Куда его засунуть? Ну, иногда хочется сказать куда, но я лучше промолчу. Потому что здесь я пока на данный момент не вижу импульса, возможно, я не прав, и, возможно, мы увидим что-нибудь. Ой, сюда даже, по-моему, тяжело натянуть начальный диагональный треугольник. Ну да, здесь уже третья волна потенциальная, больше, чем первая. Тяжеловато здесь натягивать и начальный диагональный треугольник, а натягивать начальный расширенный диагональный треугольник, ну, это сейчас раз, два, три, четыре, пять, сейчас это абсолютно не имеет никакого смысла. Но опять же, заметьте, даже если начальный расширенный диагональный треугольник, то у нас волна вниз. Поэтому давайте с вами рассматривать снижение данного торгового инструмента на предстоящей торговой неделе при образовании обязательно паттерна, друзья, либо на уровне 1.1580, либо на уровне 1.1780 образование паттерна на продажу. Вы знаете, что порой я говорю про паттерны, а порой я говорю про вход в рынок на ожиданиях. Так вот, друзья, если бы в данный момент цена находилась ниже локального минимума, и я бы предполагал, что это уже раз, два, три, четыре, пять, пятая волна диагонального треугольника, то я бы сказал, что мы с вами покупаем, без всяких паттернов входим в рынок на покупку. Потому что 9 тысяч, 20 тысяч, тем более 20 тысяч месячных опционных контрактов call – это много. Это ожидание профессионалов по движению цены. И я бы сказал, покупаем без проблем в данный момент. Я прекрасно понимаю, что движение вверх вполне возможно. Поэтому продавать мы будем только по образованию паттерна. Паттернов в мире существует огромное количество. Я пользуюсь буквально тремя, может быть, даже четырьмя. Ну, четвертый там такой, так себе. Хотите узнать про паттерны? Присоединяйтесь к комьюнити Forex Times, узнаете паттерны, которыми пользуюсь я. Хотя, еще раз говорю, паттернов существует, ну, реально, наверное, сотни.
Вот, друзья, и поэтому, конечно же, не забывайте еще про ликвидность. Ликвидность находится ниже текущей цены. Вы видите, вы всегда можете на сайте forextimes.pro посмотреть, где находится ликвидность. И я проверяю несколько раз в день, особенно после сильных движений. Так, по евро, я думаю, все понятно, вся логика. Переходим к золоту. Мне уже, если честно, надоели вопросы. Так, Дэн, когда мы будем расти и до какого уровня, и когда до уровня дорастет? Господа и дамы, если вы задаете мне вопрос, когда цена начнет расти, и вы предполагаете, что я знаю ответ, поверьте, я был бы уже владельцем Луны, если бы я знал ответы на такие вопросы. Никто в мире не знает ответы на эти вопросы. Поэтому в данной ситуации очень красиво вырисовывается треугольник. Я думаю, вы все его прекрасно видели, и опять же, любой аналитик вам скажет, что треугольник здесь выглядит очень красиво. Поэтому существует две вероятности развития событий. Вам очень понравится, да, вверх или вниз. Так, посмеялись, окей. Однако, друзья, я не советую вам продавать. Советую рассматривать исключительно рост данного торгового инструмента по той простой причине, что и данные Чикагской товарной биржи, и данные волновой теории Ральфа Эллиота указывают на вероятное, так, прошу прощения, на вероятный рост торгового инструмента. И даже если здесь был треугольник, а может быть его здесь не было, в любом случае, здесь можно натянуть уже практически законченную коррекцию, либо уже законченную, и здесь не треугольник, а именно рост. Но если, прошу прощения, вот именно здесь не треугольник, да. Но если у нас здесь есть треугольник, вы же прекрасно знаете, что это предпоследняя волна. Следовательно, у нас было движение, треугольник, предпоследняя волна, и сейчас мы в последней волне. И продавать в последней волне нет никакого смысла, видя 20 тысяч контрактов, 18 тысяч контрактов. И там далеко-далеко наверху, я надеюсь, что этого не произойдет, конечно, но вот 25 тысяч контрактов. Огромное количество опционных контрактов кол, но я надеюсь, что золото не вырастет в 2 раза, потому что нету ни одного позитивного сценария по геополитической ситуации на нашей планете Земля, при котором золото растет в 2 раза. Ни одного положительного нам такое отрицалово нафиг не нужно. Поэтому в данный момент, если у вас, конечно, очень сильно чешутся ручки, вы можете попробовать продать. Но я рекомендую исключительно искать паттерны на покупку, исключительно на покупку, сколько бы даже золото не падало. Вы можете получить один стоп-лосс, два стоп-лосса, даже три стоп-лосса. Но подключив математику управления капиталом и грамотный вход по паттернам, вы войдете в рынок именно в нужной точке, и поверьте, профит не заставит себя долго ждать. Поэтому по золоту исключительно, пожалуйста, рассматривайте покупки, даже если вы, я не знаю, там, мне иногда пишут, да стопудово будет падать, господи, так если стопудово, что ты вообще в Ютубе сидишь, а не на Феррари, на островах балдеешь, братан, ну серьезно. На самом деле, если у кого-то есть что-то стопудово, вы мне скажите, так я заработаю денег кучу, с вами поделюсь. Я поделюсь, я обещаю. Ну, собственно, по золоту я тоже думаю, что все понятно. И австралийский доллар. По австралийскому доллару здесь очень интересный момент с достаточно крупным скоплением опционных контрактов Call, чуть более 2000 контрактов. Вы видите, что рядом и близко таких контрактов нету, 2000 контрактов Call. Более того, это экспирация ближайшая, которая будет 7 августа. Если мы с вами посмотрим экспирацию на сентябрь месяц, по-моему, там 4 сентября, да, 4 сентября, то мы увидим еще опционные контракты Call. Опять же таки 1341 контракт, 1100, 1039. Я так подозреваю, что верхние контракты еще больше будут, но это не сейчас. Может быть, через неделю, через две. В любой момент может появиться огромное скопление опционных контрактов. По крайней мере, друзья, по крайней мере, нужно делать уклон на то, что наверху мощные
Внизу 382, 445, ни о чем, абсолютно ни о чем. Так вот, к чему я веду-то на самом деле по данному торговому инструменту. На ближайшую торговую неделю, а может быть даже и на две, рекомендую рассматривать продажи по той простой причине, что мне вот очень нравится данный диапазон сопротивления. Посмотрите, пожалуйста. Здесь была драка, потом, если вы натянете профиль объема, вы увидите максимальную проторговку, далее пробитие вверх, тестирование, пробитие вниз, тестирование, и сейчас цена как будто бы движется на тестирование. Более того, уровень максимального открытого интереса с премиями к опционным контрактам Call – это очень сильный диапазон сопротивления. Верхняя граница диапазона прибыли маркетмейкера. Вот у нас этот диапазон. Маркетмейкер будет защищать его, верхнюю границу. Это к гадалке не ходи. И если мы с вами увидим рост торгового инструмента в диапазон 0,7070, 0,7090, при образовании паттерна на продажу рассматриваем продажу с потенциальным движением пунктов 230. И вот что самое интересное, если мы посмотрим данные толпы, то мы с вами увидим, что очень-очень неплохая ликвидность, что у меня сегодня тут так, очень неплохая ликвидность находится внизу. И причем, друзья, посмотрите, это sell лимитные ордера на продажу. Это очень крупное скопление sell-лимитных ордеров. Любой рост торгового инструмента провоцирует их открытие, а внизу прекрасная ликвидность. Стоп-лоссы покупателей и sell-стопы продавцов. Замечательно было бы ее скушать и потом с большой вероятностью разворачиваться вверх. Но про эту ликвидность нужно помнить. Она как вкусный, я не знаю, тортик для крупных денег. Они видят, и им сразу очень хочется это все скушать. А это все как раз находится чуть ниже минимума. Более того, обратите внимание, у нас есть один минимум и чуть ниже второй. Почему бы вообще не сходить вниз, не выкинуть покупателей отсюда и развернуться вверх? Более того, если мы с вами посмотрим на ситуацию на рынке, мы можем предположить два варианта развития событий. Первая волна, вторая, третья, четвертая, пятая. У нас закончилось импульсное движение, сейчас коррекция и разворот дальше вверх. Либо я не знаю тогда, что у нас здесь такое закончилось, но, как вы видите, голова, плечо и голова, собственно, фигура, голова и плечи разворотная, следовательно, продажа и дальше снижение. Я к чему веду? Я веду к тому, что на ближайшую торговую неделю рассматриваем продажи, поэтому в двух вариантах продажи очень могут быть. А после того, как цена обновит минимальное значение, мы вообще на самом деле посмотрим структуру этого снижения. Если она будет импульсная, никаких покупок, будем рассматривать дальнейшее продолжение снижения. Почему? Потому что как и по евро, так и по австралийскому доллару я всегда вам скажу, друзья, найдите мне здесь импульс, и тогда мы будем расти. Кто-то скажет, давай накрутим сюда диагональный треугольник, а не накрутим. Потому что очень большая потенциальная волна 4, она больше, чем эта волна, чем это и чем это. Тут никак ее не скорректировать. А давайте попробуем, ну что сделать, я даже не знаю. Даже вот на самом деле не знаю, как здесь что-то накрутить в виде импульса. Поэтому, если импульс у нас здесь не накручивается, накручивается коррекция, а следовательно из диапазона после коррекции при образовании паттерна прекрасно можно продавать. Тем более мы видим с вами, где находится ликвидность. Цена пойдет за этой ликвидностью, никуда она не денется. Ликвидность – это очень вкусный мед для Винни-Пуха. Винни-Пух пойдет за этим медом. Ну что ж, друзья, спасибо большое. Надеюсь, сегодняшняя лекция принесет вам пользу, хотя я не сказал сегодня ни одного входа в рынок, кроме, наверное, по золоту, без паттернов. Здесь необходимо посидеть и подождать
образование паттернов. Вот. Хотите пройти обучение, на котором вам я объясню, как понимать опционные контракты, паттерны, ликвидность и вообще уровни, сильнейшие уровни поддержки сопротивления, хотя, опять же таки, в интернете миллиард, наверное, бесплатной литературы, но просто нужно понимать, что читать, а что, ну, нафиг не надо на самом деле читать. Та же волновая теория Ральфа Эллиота. Это прекрасно, когда вы знаете абсолютно все паттерны этой теории, но когда вы смотрите, как порой профессионалы изображают эти паттерны на графике, подгоняя паттерны под график, порой профессионалы пишут, а вот здесь у нас начальный диагональный треугольник, а там волна 3 больше, чем волна 1, а этого быть не может. И вы задаетесь вопросом, почему вы так делаете? Потому что волновая теория Эллиота – это зачастую субъективное понимание или натягивание совы на глобус. Но это комплексно. Профессионалы смотрят на рынок и видят, что в данный момент с большой вероятностью рынок будет расти. А значит, давайте как-то подгоним волны Эллиота под рост рынка и пытаются подогнать. Я, конечно, топлю исключительно за чистейшую волновую теорию Эллиота. Если есть правила, им надо следовать. Не просто так они были написаны. Поэтому я и говорю, что по евро и по австралийскому доллару я не вижу здесь импульса. Но если взять сову на глобус, ну накручу, честное слово. Но по правилам здесь импульсов я не вижу восходящих. А значит, если это не импульс, то либо это треугольник, либо это сложная коррекция, либо простая коррекция. Но самое главное, что треугольник и коррекция, тут ключевое слово – коррекция, друзья. А если у нас коррекция, то после коррекции будет тоже либо коррекция, либо импульс, но в противоположную сторону. Мне это очень нравится. Я хочу увидеть по австралийскому доллару снижение и по евро, разумеется, снижение с обновлением минимума. Тем более по евро теория с образованием диагонального треугольника мне очень нравится. Ну что ж, друзья, спасибо огромное. С вами был Дэн Стрелков, и традиционно уже в окончании лекции приглашаю вас в комьюнити Forex Times. Приходите, никогда не пожалеете. Напишите мне в личку, я вам все расскажу, что вас интересует, но абсолютно бесплатно, разумеется. Всю информацию по комьюнити вы от меня получите. Всем классного дня и вечера, тепла, радости, любви и мира. Всем пока-пока.